Привет! За спиной у Хань Ли неудержимый золотой пожиратель. Впереди первобытные земли, где каждый шаг может стать последним, и времени на раздумье нет совсем. Во-первых, скорость любой ценой. Герои запускают секретную формацию, сжигая горы редчайших духовных камней, чтобы выжать из корабля все до последней капли энергии. Как культиватор, вливающий всю свою ци в один отчаянный удар. Мощно, но долго так не протянуть. Ресурсы тают, а преследователь не отстает. Во-вторых, беглецы увязают, пока монстр летит без помех. Джунгли встречают их засадами местных хищников, каждая стычка пожирает драгоценные минуты. А пожиратель мчится по пустому небу. Его чудовищная аура разгоняет все живое на мили вокруг. Там, где беглецы прорубаются сквозь дебри, для него открыт прямой путь. И, наконец, холодный и жестокий маневр. Хань Ли намеренно ведет корабль на территорию опасного племени и провоцирует монстра. Пожиратель впадает в слепую ярость и обрушивается на местных. Кровавое, но идеальное прикрытие для побега. Время куплено, но цена этой хитрости – пробуждение куда более древней и грозной силы. Беглецы вырвались вперед, вот только то, что проснулось позади, может оказаться страшнее самого пожирателя. А теперь слушаем дальше. Глава 571. Отвод беды. Когда старейшина вонзил посох себе в сердце, остальные воины племени грозных львов сделали то же самое, пронзив свои сердца когтями, и кровь хлынула на весь алтарь, на котором они стояли. Когда посох пронзил его грудь, жизненная сила старейшины начала стремительно угасать, словно ее высасывал посох, но его глаза светились все ярче и ярче. По мере того, как пение продолжалось, над окровавленным алтарем начал появляться слой темно-красного света, и вскоре этот слой света поднялся, образовав столб темно-красного света высотой более 3 километров. Внутри столба света появилась огромная проекция зверя, которая постепенно начала приобретать вещественную форму. Это был грозный первобытный истинный дух с 9 львиными головами, растущими на шее. Его мех был темно-фиолетового цвета, а грива вокруг шеи светилась фиолетовым, слегка колыхаясь, как куст морских водорослей, напоминая темно-фиолетовое пламя. Увидев ужасающие сцены в долине, в глазах истинного духа появилось яростное выражение, и все 9 его голов одновременно издали громоподобный рев ярости. В отличие от отношений между другими племенами расы зверей и истинными духами, которым они поклонялись, племя грозных львов были прямыми потомками истинного духа, тем самым унаследовав его родословную. В результате их связь была более тесной. «Как ты смеешь?» — проревел Цзюлин, после чего одна из его 9 голов резко вдохнула, высвободив всплеск грозной силы всасывания. Кровь воинов племени грозных львов, которая пропитывала всю эту область, сошлась со всех сторон, прежде чем ее затянуло ему в пасть, и в то же время все алтари, разбросанные по всей долине, внезапно зажглись сами по себе. Тотемы, выгравированные на них, начали ярко светиться, и из их центров поднялась серия зажженных фиолетовых жаровин. Внутри этих жаровин были пятнышки слабого фиолетового света, которые, словно светлячки, вылетали наружу, прежде чем вместе с кровью его потомков устремиться в пасть Цзюлину, и он издал тихий рев, когда его мышцы начали раздуваться. В то же время на его теле появился слой темно-красной чешуи, а грива вокруг шеи также увеличилась вдвое, а его аура начала быстро приближаться к средней стадии высшего зенита. На дне реки на лице Хань Ли, почувствовав это, появилось удивленное выражение, и он заметил. Похоже, у племени грозных львов с их истинным духом совсем другие отношения, чем у остальных племен расы зверей. Это немного похоже на систему богов-предков в море Черного ветра. Благодаря подпитке их родословной и силе веры, заключенной в алтарях, возможно, этот истинный дух действительно сможет противостоять бессмертному золотому пожирателю. Правда? Со скептическим выражением лица спросила Цзиньтун. Не говоря уже о подпитке родословной от воинов племени грозных львов, никто не знает, сколько силы веры накопилось в этих тотемах. Он определенно не сможет победить бессмертного золотого пожирателя, вопрос лишь в том, насколько долго он сможет продержаться, сказал Хань Ли. Услышав это, на лице Цзиньтун появилось заинтересованное выражение, и ей вдруг захотелось посмотреть на битву, но на это не было времени. Хань Ли похлопал ее по голове, сказав: «Нам нужно идти». Цзиньтун, услышав это, слегка замешкалась, а затем перевернула руку, чтобы достать талисман духовных доспехов, который она приложила к своему лбу. Хань Ли также взмахнул рукавом, чтобы призвать Сябая, который тут же проглотил Цзиньтун. Мгновение спустя из реки внезапно вырвалась огромная волна, и появилась зеленая нефритовая летающая колесница, которая полосой зеленого света умчалась вдаль, исчезнув из виду.
Снаружи реки бессмертный золотой пожиратель почувствовал, что аура Цзинь-Тун снова исчезла, и он, посмотрев в небо, с холодным блеском в глазах, бросился в погоню за летающей колесницей. Однако, как раз в этот момент перед ним внезапно появилось обширное пространство фиолетового света, и в него хлынули вспышки фиолетового пламени, образовав на его пути обжигающее море огня. Золотой жук обернулся и увидел, что центральная голова Цзюлина, раскрыв пасть, извергает поток фиолетового пламени. В то же время 4 головы слева от него также раскрыли пасти, чтобы выпустить порывы белого ветра, который, окутав пламя, превратил его в массивный вихрь, поймав в ловушку бессмертного золотого пожирателя. Одновременно его оставшиеся 4 головы выпускали огромные волны фиолетовой молнии, которые вливались в огненный вихрь. Возникли сотни огромных огненных вихрей, все они были соединены фиолетовой молнией, образовав грозную силу всасывания, которая превратила всю окружающую долину в ограниченную зону. Любой, кто находился в этой области, чувствовал, будто эта сила всасывания сковывает его тело и душу, из-за чего невозможно было сбежать. Все, что они могли сделать, это беспомощно наблюдать, как фиолетовая молния притягивает к ним огненные вихри, пока они не испепелят их дотла. В то же время сотни похожих на грифонов демонических зверей, которые ранее появились в долине, также вышли, чтобы окружить море фиолетового пламени, издавая тот же пронзительный визг, что и раньше, посылая мощные ударные волны прямо в бессмертного золотого пожирателя. В глазах бессмертного золотого пожирателя, наконец, появилось серьезное выражение, и он энергично захлопал крыльями, высвобождая всплеск своеобразных колебаний энергии. Внутри каньона темной звезды. Вожди 8 священных племен сидели рядом друг с другом на больших креслах внутри дворца у водопада, а вожди более мелких племен сидели вокруг них. В центре дворца горел костер, который беспрестанно потрескивал. «Будьте уверены, все, наш король уже полностью выздоровел», заявил Ноо Цинлинь. Это, безусловно, очень хорошо, но я не понимаю, почему дух насекомых за все это время не предприняли ничего, чтобы напасть на нас всех. Может быть, этот человек смог нанести ему такой серьезный урон, что он все еще не оправился. С озадаченным выражением лица спросил Цзе Уши. Маловероятно. Если бы этот человек действительно был таким сильным, то он бы не сбежал из нашего каньона темной звезды, оставив после себя только подмену, покачав головой, сказала Инь Мэй. Согласен. Если бы он действительно обладал такой силой, то не стал бы бояться битвы с нами, пока наш король был ранен, кивнув, вставил Ноо Цинлинь. Мы все еще не смогли выследить этого человека, вождь Ноо? Внезапно спросил Иншень из племени Грозных Львов. Несмотря на то, что дух насекомых еще не атаковал нас снова, наши 2 армии все еще находятся в состоянии противостояния. Следовательно, я могу отправить на его поиски лишь ограниченное количество людей, и я не думаю, что мы сможем в ближайшее время его найти, сказал Ноо Цинлинь. Услышав это, на лице Иншеня появилось недовольное выражение, и он как раз собирался что-то сказать, как вдруг его выражение лица застыло, после чего он вытащил костяной значок размером с ладонь. Он проколол кончик пальца, прежде чем капнуть каплю крови на значок, и на его поверхности тут же появился слой скрытых рун и тотемный символ. Затем Иншень обеими руками поднес костяной значок к своему лбу, словно молился. Мгновение спустя выражение его лица резко изменилось, и он внезапно вскочил на ноги с такой силой, что большое кресло под ним было полностью разрушено. Что случилось, вождь Иншень? Ноо Цинлинь знал, что должно было произойти что-то очень важное, чтобы Иншень проявил такую реакцию. Дух насекомых напал на мою красную спиральную долину, потрясенным голосом пробормотал Иншень, словно сам с трудом верил в эту информацию. Что? Он привел армию расы насекомых в красную спиральную долину. С удивленным выражением лица спросил Цзе Уши. Нет. Он сам отправился в красную спиральную долину и убил там всех, кроме женщин, детей и стариков. Даже мастер Цзюлин. На этом голос Иншеня оборвался, и на его лице появилось горестное выражение. Неудивительно, что армия расы насекомых не нападала на нас с момента первой атаки, задумчиво произнесла Инь Мэй. Значит, в данный момент этого духа насекомых нет в армии расы насекомых за пределами каньона Темной Звезды? Внезапно спросил Дэн Гуй, и его глаза тут же загорелись. Было ясно, что он хочет использовать этот шанс, чтобы направить армию расы зверей в контратаку и навсегда уничтожить армию расы насекомых. Услышав это, Иншень с яростным выражением лица повернулся к Дэнгую и только спустя долгое время смог выдавить из себя. «Боюсь, что мое племя Грозных Львов больше не сможет участвовать в этой битве. Не принимайте поспешных решений, вождь Иншень. Красную спиральную долину уже не спасти, поэтому не имеет значения, вернетесь вы или нет. Вместо этого вам следует остаться здесь и помочь нам победить армию расы насекомых, чтобы отомстить за ваших братьев. Я уверен, что все остальные присутствующие думают так же, верно?» Заявил Дэн Гуй. Никто во дворце не ответил, и атмосфера стала довольно неловкой.
хотя это правда, что все так думали, никто не хотел говорить об этом. Это совершенно неожиданная трагедия, поэтому я могу понять желание вождя Иньшэня как можно скорее вернуться в Красную спиральную долину. Не беспокойтесь о битве, которая происходит здесь, и, если вам понадобится какая-либо помощь, не стесняйтесь обращаться, наше племя Безмятежной Зари, безусловно, поможет вам, чем сможет, с серьезным выражением лица сказал Ноа Цинлинь, поднимаясь на ноги. Выражение лица Иньшэня немного смягчилось, услышав это, и он, отдав прощальный поклон Ноа Цинлиню, сказал: «Мастер Цзю Лин очень серьезно ранен, поэтому он больше не в силах защищать наше племя Грозных Львов. В любом случае, оставаясь здесь, мы все равно не сможем вам особо помочь, поэтому я вернусь в Красную спиральную долину. Будьте уверены, вождь Иньшэнь, я сообщу мастеру Сулю и нашему королю о том, что произошло. Я уверен, что они все поймут», — пообещал Ноа Цинлинь. «Благодарю вас, вождь Ноа». В этот момент сердце Иньшэня уже было далеко, и он поспешно поблагодарил Ноа Цинлиня, прежде чем покинуть дворец. После его ухода все вожди племен с помощью секретных техник связались со своими племенами и с огромным облегчением убедились, что на их племена не нападал дух насекомых. Глава 572. Надвигающийся кризис. «Что вы думаете об этом, все?» — спросил Ноа Цинлинь, повернувшись к остальным вождям во дворце. Раса насекомых потратила несколько десятилетий на то, чтобы собрать эту элитную армию, состоящую из нескольких сотен племен, но после одного поражения дух насекомых покинул армию, чтобы в одиночку атаковать Красную спиральную долину. «Это просто не имеет смысла», — задумчиво произнес Улу с озадаченным выражением лица. «Действительно. Мало того, что это не имеет смысла, это также противоречит характеру духа насекомых», — согласился Марлон. После некоторых обсуждений никому из них так и не удалось понять, в чем дело. Тем временем Ноэ Фан тоже стояла во дворце, и ей пришла в голову мысль. Еще когда старший Ли был в каньоне Темной Звезды, дух насекомых повел армию расы насекомых в невероятно агрессивную атаку, а теперь, когда старший Ли покинул каньон Темной Звезды, дух насекомых необъяснимым образом напал на племя Грозных Львов. Неужели между этими двумя событиями действительно нет никакой связи? Она вспомнила, что еще во время их первой встречи с Хань Ли с ним был странный золотой жук, и его аура была довольно похожа на ауру духа насекомых. Однако он без колебаний убил существ из племени серых жаб, поэтому она сочла его союзником, но теперь, оглядываясь назад, она поняла, что что-то было не так. Говорили, что некоторые племена расы насекомых любят заниматься каннибализмом. Учитывая это, может ли быть так, что раса насекомых напала на каньон Темной Звезды ради золотого жука Хань Ли? От этой мысли по спине Ноэ Фан пробежал холодок. Если бы это было так, то она была бы полностью виновата в том, что привлекла армию расы насекомых в каньон Темной Звезды. Ее лицо мгновенно стало мертвенно-бледным, и она опустила голову, не смея делиться этой теорией со всеми. Не то, чтобы она боялась, что ее отец или кто-то еще будет наказан за это. Вместо этого она беспокоилась, что, раскрыв это, она навлечет гнев других племен на племя Безмятежной Зари, последствий, которые были бы для нее невыносимы. Еще несколько месяцев пролетело как одно мгновение. Несмотря на то, что бессмертному золотому пожирателю удалось серьезно ранить истинного духа Цзюлина из племени Грозных Львов, он сам тоже был значительно ослаблен во время этой битвы, поэтому не мог преследовать Цзинь Тун с такой же интенсивностью, как раньше. Следовательно, Хань Ли смог насладиться редким периодом покоя. Однако, это было только по сравнению с той ужасной ситуацией, в которой они находились раньше. По мере того, как они все глубже и глубже погружались в первобытные земли, окружающая среда становилась все более сложной, и им встречалось много первобытных зверей, которые были еще более грозными, чем Хань Ли и Цзинь Тун. К счастью, к этому моменту они уже начали разбираться в сложной окружающей среде первобытных земель, и, благодаря своему грозному духовному чувству, Хань Ли смог заранее избегать этих грозных существ, вместо того, чтобы случайно вторгаться на их территорию. Даже при этом им все равно не удавалось избежать нападения некоторых первобытных зверей, и, независимо от того, представляли ли они угрозу или нет, Хань Ли не хотел сражаться с ними, боясь, что это замедлит их. Несмотря на это, эти регулярные нападения все равно неизбежно их немного замедляли. Одной ночью Дао Ссе вел летающую колесницу над обширной равниной. Что касается Хань Ли, то он сидел внутри каюты колесницы, осторожно поглаживая черный нефритовый свиток в руке. Его брови были плотно нахмурены, словно он о чем-то размышляет, и, похоже, очень колебался. Немного погодя, он сделал глубокий вдох, прежде чем прижать нефритовый свиток к межбровной точке. В нефритовом свитке была записана 4-я ступень техники духовного очищения. Получив этот нефритовый свиток, он немного совершенствовал его, чтобы решить проблему с негативной реакцией, но он так и не освоил его полностью и планировал возобновить свое совершенствование, как только пересечет первобытные земли и найдет безопасное место для совершенствования.
Однако, в этой ситуации ему пришлось отказаться от этих планов. Столкнувшись с таким грозным противником, как бессмертный золотой пожиратель, ему нужно было максимально повысить свою силу. За короткое время было слишком трудно продвинуться в базе совершенствования, но, возможно, у него был шанс добиться некоторого прогресса в технике духовного очищения, которая также идеально подходила, поскольку душа бессмертного золотого пожирателя была его главной слабостью. Когда нефритовый свиток засиял, Хань Ли постепенно вошел в состояние погруженного созерцания. Тем временем Цзинь Тун сидела на краю летающей колесницы, свесив ноги, и легонько болтала ими. Видя, что Цзинь Тун всегда появлялась в другом направлении после того, как проводила какое-то время в желудке Сябая, бессмертный золотой пожиратель изменил свою стратегию. Всякий раз, когда аура Цзинь Тун исчезала, он просто останавливался и ждал, а затем продолжал преследование, как только Цзинь Тун снова появлялась. Следовательно, Хань Ли больше не заставлял Цзинь Тун проводить как можно больше времени в желудке у Сябая. Вместо этого он прибегал к этому только в некоторых критических моментах. В результате она могла дольше оставаться снаружи. В этот момент ее лицо было лишено обычной улыбки, и казалось, что она внезапно стала гораздо более взрослой и спокойной. Быть в бегах от такого грозного врага определенно было не очень приятным опытом. Она посмотрела вниз на извилистую реку на равнине, и под лунным светом она напоминала мерцающую белую жилу на земле. Она вдруг вспомнила, что у нее все еще есть мерцающий белый кристалл, который она еще не доела, и тут же призвала его, прежде чем впиться в него зубами, и на ее маленьком личике появилось блаженное выражение. На небе не было облаков, поэтому луна казалась особенно яркой. Хань Ли был окутан слоем слабого белого лунного света, из-за чего черты его лица казались более мягкими и нежными. Однако, в этот момент его тело слегка дрожало, а на его межбровье, словно глаз, открылось пятнышко, в которое и из которого беспрестанно влетало множество полупрозрачных нитей, что представляло собой довольно своеобразное зрелище. Дао Се, почувствовав эти странные колебания энергии, не мог не обернуться, чтобы взглянуть на Хань Ли, и его брови слегка нахмурились от беспокойства. В этот момент колебания духовного чувства Хань Ли были довольно нестабильны. Это было похоже на пузырь, который постоянно расширялся и сжимался, и именно так Хань Ли чувствовал, что происходит в его сознании. Все духовное чувство в его сознании катилось взад-вперед, подобно приливу, колебания становились все более выраженными, пока, наконец, не превратились в огромные волны. Некоторое время спустя его глаза резко распахнулись, и он тут же начал жадно хватать ртом воздух. Цзинь Тун, услышав это, была очень встревожена, и она поспешно встала, подбежав к нему, спросила: «Ты в порядке, дядя?» Хань Ли не ответил, лишь, со слегка усталым выражением лица, убрал свой черный нефритовый свиток. Затем он проглотил пилюлю и вытер пот со лба, прежде чем ответить: «Я в порядке. Я просто немного поспешил в совершенствовании, и чуть не произошло отклонение ци». Четвертый уровень техники духовного очищения был довольно легко понять, но чем дальше он продвигался, тем больше был риск, и даже малейшая потеря концентрации могла привести к отклонению ци. «Ты меня напугал», — с облегчением сказала Цзинь Тун. «Этот бессмертный золотой пожиратель что-нибудь делает?» — спросил Хань Ли. «Не особо, он все еще просто преследует нас, как обычно. Сейчас он, должно быть». Цзинь Тун, говоря, начала с помощью своей духовной связи проверять, что делает бессмертный золотой пожиратель, и на ее лице внезапно появилось мрачное выражение. «Он близко?» — поспешно с тревогой на лице спросил Хань Ли. «Нет, но он внезапно ускорился», — ответила Цзинь Тун. «Сколько дней ему потребуется, чтобы нас догнать?» — спросил Хань Ли. «Не думаю, что у нас остались дни, дядя. В таком темпе он догонит нас всего через несколько часов», — с унылым выражением лица ответила Цзинь Тун. «Брат Се, ты отдохни, я сам поведу летающую колесницу», — сказал Хань Ли, повернувшись к Даосу Се. Даос Се, кивнув, полосой золотого света влетел в рукав Хань Ли. Хань Ли взглянул на камни бессмертного происхождения, встроенные формации на колеснице, и понял, что пока их не нужно менять, поэтому он сосредоточился на управлении колесницей, отправив ее вперед на полной скорости. «Не волнуйся, пока возвращайся в желудок Сябая. После этого я еще пару раз сменю направление, чтобы посмотреть, не сможем ли мы выиграть немного времени», — успокоил Хань Ли, повернувшись к Цзинь Тун. Цзинь Тун кивнула в ответ, а затем достала талисман духовных доспехов, но как раз в тот момент, когда она собиралась приложить его к своему лбу, ее выражение лица внезапно застыло, и она воскликнула. «Он еще больше ускорился. Он сжигает свою собственную жизненную сущность. Он что, спятил? В таком темпе он догонит нас всего через 3 часа». Похоже, его терпение лопнуло, плотно нахмурившись, произнес Хань Ли. Внезапно зеленая нефритовая летающая колесница резко остановилась по его велению.
почему ты остановился, дядя?» С озадаченным выражением лица спросила Цзинь-Тун. «Так больше нельзя». «Рано или поздно он нас все равно догонит», — ответил Хань Ли, устремив свой взгляд в ночное небо. «Но, дядя, твои руны до времени еще не полностью восстановились, поэтому в битве у нас нет никаких шансов против него». Воскликнула Цзинь-Тун. «Кто тебе сказал, что мы собираемся с ним сражаться? Я просто меняю стратегию. Надень талисман духовных доспехов, и пока сиди в желудке у Сиабая», с легкой улыбкой на лице сказал Хань Ли. Цзинь-Тун немедленно подчинилась, сделав, как ей было сказано, в то время как Хань Ли призвал Сиабая, прежде чем проглотить его. Убрав Сиабая, Хань Ли, слегка нахмурив брови, пробормотал про себя. Он действительно быстро приближается. Бессмертный золотой пожиратель уже вошел в радиус действия духовного чувства Хань Ли, поэтому ему больше не нужно было, чтобы Цзинь-Тун сообщала ему о его местонахождении. Хань Ли взмахом рукава убрал летающую колесницу, после чего в его глазах появились вспышки серебристой молнии, когда он начал складывать цепочку ручных печатей. Вскоре дуги серебряной молнии вокруг него раздулись, образовав серебряную формацию молниеносной телепортации, и во вспышке молнии он внезапно исчез из формации. Глава 573. Неумолимое преследование. После того, как Хань Ли исчез с этого места, в далеком небе раздался громкий свистящий звук, после чего появилась точка золотого света, которая, быстро приближаясь, начала увеличиваться. Шар золотого света был таким же ослепительным, как второе солнце, и ни одно из живых существ поблизости не смело смотреть на него. Край золотого света был острым, как лезвие, а все пространство на его пути беспрестанно рябило, словно вот-вот разорвется. Наконец, шар золотого света остановился на том месте, где только что был Хань Ли. Когда золотистый свет угас, появился огромный золотой жук, и это был никто иной, как бессмертный золотой пожиратель стадии высшего зенита. Он явно был немного меньше, чем раньше, возможно, потому, что сжег часть своей жизненной сущности, или, возможно, потому, что еще не полностью оправился от битвы с Цзюлином. Однако ярость в его глазах горела ярче, чем когда-либо. Не так давно он получил известие от армии расы насекомых, что армия расы зверей внезапно начала полномасштабную контратаку во главе с королем Йоху и всеми истинными духами, и армия расы насекомых потерпела катастрофическое поражение и понесла невероятные потери. То, что осталось от армии расы насекомых, уже начало полномасштабное отступление, и было неизбежно, что в результате этой битвы раса зверей завоюет много территорий. Раса насекомых была в отличном положении, чтобы выиграть войну, но ситуация полностью изменилась. Даже при этом бессмертный золотой пожиратель все еще не собирался возвращаться к расе насекомых. Другими словами, выживание расы насекомых не было для него таким же важным, как охота на другого бессмертного золотого пожирателя. Почувствовав остаточную ауру молнии в воздухе, бессмертный золотой пожиратель остановился и немного отдохнул. Согласно его прошлому опыту, гораздо лучше было продолжить преследование, как только появится его цель, чем идти в неправильном направлении, а затем возвращаться. Вдобавок ко всему, он был уверен, что этот тип пространственной телепортации нельзя использовать долго, и в конце концов ему удастся поймать свою цель. В то же время в небе над определенной горой внезапно возникли всплески пространственных колебаний, из воздуха вырвались бесчисленные дуги молнии, образовав огромную серебряную формацию молниеносной телепортации. Сразу же после этого внутри формации появился Хань Ли, и, немного придя в себя, он взмахнул рукавом, чтобы достать карту из звериной шкуры, которую он начал внимательно изучать. Мгновение спустя он убрал карту, а затем вытащил еще одну карту, которую тоже внимательно осмотрел. Осмотрев несколько карт, он, задумавшись, начал осматривать окрестности. Вскоре после этого он, похоже, определился с направлением и снова призвал свою летающую колесницу, прежде чем, полосой зеленого света, умчаться прочь. Примерно час спустя летающая колесница остановилась, после чего он во вспышке белого света призвал Сиабая, из его пасти вылетела Цзинь-Тун. Ее лицо было немного бледным, и она, оглядевшись и обнаружив, что в данный момент находится в воздухе над заснеженной горой, поспешно спросила. «Где мы сейчас, дядя?» Этой области нет на карте, которую нам дали существа из расы зверей, поэтому, скорее всего, мы уже так глубоко проникли в первобытные земли, что уже очень далеко от территории расы зверей и расы насекомых, ответил Хань Ли. Немного помолчав, он продолжил. Мое духовное чувство не может обнаружить бессмертного золотого пожирателя. Ты можешь попробовать посмотреть, не сможешь ли ты определить его местоположение. Цзинь-Тун немедленно закрыла глаза, и, немного погодя, ее глаза внезапно распахнулись, и на ее лице появилось радостное выражение. Он действительно далеко. Я все еще могу его чувствовать, но связь между нами гораздо слабее, чем раньше. Рад это слышать, но нам нельзя терять бдительность. Не похоже, что он собирается сдаваться.
Сиабай, ты узнаешь это место?» — спросил Хань Ли, повернувшись к Писю. «Мне кажется, что очень-очень давно я уже был здесь, но я не могу точно вспомнить. Первобытные земли — огромное место, и здесь много мест с похожим рельефом. Сказав это, если мы действительно уже покинули территории расы зверей и расы насекомых, то мы, безусловно, уже глубоко в первобытных землях», — ответил Сиабай. «Похоже, что с этого момента все будет только опаснее, но сейчас уже поздно поворачивать назад, поэтому нам остается только идти вперед. По моим оценкам, мы движемся в правильном направлении, поэтому, если мы будем продолжать идти, то в конце концов доберемся до региона бессмертных черных гор. Цзинь-Тун, пока не прячься в желудке Сиабая и следи за бессмертным золотым пожирателем. Если он снова начнет сжигать свою жизненную сущность, немедленно сообщи мне», — распорядился Хань Ли. «Можете на меня рассчитывать, дядя», — уверенно пообещала Цзинь-Тун. Затем Хань Ли взмахнул рукавом, чтобы призвать Дао Сосе, сказав: «Я собираюсь возобновить совершенствование техники духовного очищения. А пока мне придется побеспокоить тебя, брат Се, чтобы ты управлял колесницей». Дао Се, естественно, не стал возражать, и с этим Хань Ли направился в каюту колесницы, где, проглотив пилюлю, сел, скрестив ноги. Почти месяц спустя. В этот момент Хань Ли управлял летающей колесницей, которая мчалась над огромным древним лесом. Внезапно он заметил, что сквозь просветы в деревьях внизу виднеется серия величественных каменных зданий. Из любопытства он остановил летающую колесницу и, присмотревшись, обнаружил, что внизу находится огромный каменный город. Стиль, в котором был построен город, полностью отличался от всего, что он видел в регионе бессмертных и в поселениях расы зверей. Он был построен из бесчисленных гигантских каменных глыб, на которых были выгравированы всевозможные своеобразные звериные рисунки, ни один из которых Хань Ли не смог опознать. Однако, большинство этих зданий были покрыты толстым слоем зеленого мха, а многие области уже обрушились. В этом районе не было никаких колебаний духовной силы, и, похоже, поблизости не было никаких живых существ, и все вокруг было невероятно тихо. Осмотрев древний город, Хань Ли решил, что лучше продолжить путь, чем тратить время на изучение этих руин. Однако белый нефритовый кулон, висящий на его поясе, внезапно во вспышке белого света превратился в Сиабая, который сказал: «Хозяин, под этими руинами есть невероятно ценное сокровище. Я чувствую его запах». Цзинь-Тун сидела в задней части колесницы со скучающим видом, но, услышав это, она тут же заинтересовалась и, вскочив на ноги, воскликнула: «Здесь есть сокровище». «Где?» «Сокровище спрятано под землей, под городом, и оно скрыто особыми ограничениями, поэтому я не могу определить его точное местоположение и что это такое. Однако особые колебания энергии, которые оно излучает, указывают на то, что это определенно непростое сокровище». Возбужденно ответил Сиабай. «Ты не можешь сказать, что это такое, только потому, что там есть какие-то ограничения. Почему ты такой бесполезный? Постарайся получше. Это что-то того же уровня, что и котел для пилюль, который я съела». Встревоженным голосом спросила Цзинь-Тун. «Что бы это ни было, у нас нет времени, чтобы идти за ним. Если мы затронем ограничения в городе и окажемся в ловушке, или задержимся здесь до прибытия бессмертного золотого пожирателя, то нам не удастся сбежать», — с мрачным выражением лица сказал Хань Ли. Сиабай и Цзинь-Тун, услышав это, были очень расстроены, особенно Сиабай. «Несмотря на то, что в последнее время у нас не было особых проблем, нам все равно нужно быть настороже. Мы можем вернуться и исследовать это место в другой раз, но сейчас нам нужно идти дальше», — продолжил Хань Ли. «Я, наконец, получил шанс сделать что-нибудь полезное, но все напрасно. Хозяин, если вы позволите мне войти в этот город, я смогу определить точное местоположение сокровища максимум через час и, возможно, даже смогу найти к нему короткий путь. Вы можете хотя бы позволить мне попробовать?» Умолял Сиабай, стоя на краю летающей колесницы и с тоской в глазах, глядя на древний город внизу. Хань Ли, услышав это, немного растрогался. В мире не было ни одного совершенствующегося, который не любил бы сокровища, и, учитывая, как отчаянно Сиабай хотел его заполучить, это, должно быть, было необычайное сокровище, но сейчас явно не время для охоты за сокровищами. Как раз в тот момент, когда он собирался что-то сказать, выражение лица Цзинь-Тун резко изменилось, и она закричала: «Нам нужно уходить отсюда, дядя». «Что случилось?» — поспешно спросил Хань Ли. «Эта тварь снова сжигает свою жизненную сущность, и он идет за нами гораздо быстрее, чем раньше», — встревоженно ответила Цзинь-Тун. «Хорошо, прячься в желудке Сиабая», — немедленно без колебаний приказал Хань Ли. Цзинь-Тун кивнула в ответ, а затем, как и раньше, надела талисман духовных доспехов, прежде чем, превратившись в золотого жука, залететь в пасть Сиабаю.
Сразу же после этого Хань Ли убрал и Сиабая, и летающую колесницу, а затем создал еще одну гигантскую формацию молниеносной телепортации, чтобы мгновенно покинуть это место. Глава 574. На пределе возможностей. В небе над огромным каньоном, среди бурных пространственных колебаний, появились длинные дуги серебряной молнии, образовав в воздухе формацию молниеносной телепортации, и Хань Ли появился в центре формации под грохочущий раскат грома. Он на мгновение осмотрел окрестности, прежде чем призвать свою летающую колесницу, которая, по его велению, тут же, зеленой тенью, умчалась вперед. После этого он призвал Даоса Се и велел ему управлять колесницей, а сам, сев, скрестив ноги, продолжил совершенствовать технику духовного очищения. В бесчисленных километрах от Хань Ли бессмертный золотой пожиратель излучал ослепительное золотое сияние, летя по воздуху с поразительной скоростью. По сравнению с тем, как он был разъярен раньше, теперь он был гораздо спокойнее. Ему, очевидно, уже стало привычно, что его цель периодически исчезала, прежде чем появляться в другом месте, и его ответная стратегия заключалась в том, чтобы просто продолжать преследовать свою цель, не останавливаясь. Учитывая его базу совершенствования и невероятную физическую силу всех бессмертных золотых пожирателей, он мог это делать с особой легкостью, бесконечно. Прошел почти месяц. Когда бессмертный золотой пожиратель снова начал приближаться, Хань Ли не оставалось ничего другого, как снова сбежать, используя свою формацию молниеносной телепортации. Полгода спустя. Летающая колесница мчалась сквозь бескрайнее море серого тумана. Туман бурлил, словно неистовые волны, значительно замедляя скорость летающей колесницы. Около дюжины похожих на ящериц первобытных зверей преследовали колесницу, каждый из которых был на стадии золотого бессмертного, в то время как один из них был примерно вдвое больше остальных и излучал ауру стадии высшего зенита. Ящероподобные демонические звери с воодушевлением ревели, выпуская из пасти столбы серого света в сторону летающей колесницы. Тем временем Хань Ли с мрачным выражением лица управлял колесницей, стараясь изо всех сил уклоняться от столбов серого света, от Цзинь-Тун, Сиабай и Дао-Се, находившиеся в задней части колесницы, отбивали те столбы серого света, от которых он не мог уклониться. Все это время бессмертный золотой пожиратель продолжал преследовать их, находясь в нескольких миллионах километров от них. 2 года спустя. В бескрайней желтой пустыне беспрестанно завывали порывы свирепого ветра, и местность была усеяна огромными торнадо, которые, подобно столбам, соединяли небо и землю. Внутри торнадо вспыхивали желтые огни, и они издавали грозный грохот, от которого окружающее пространство дрожало, а во все стороны распространялись волны пространственных колебаний. Время от времени 2 из этих гигантских торнадо сталкивались друг с другом, и в результате мгновенно появлялось бесчисленное множество пространственных разломов. Шар зеленого света и шар золотого света один за другим летели по пустыне, и оба изо всех сил пытались уклоняться от торнадо, с большим трудом продвигаясь вперед. Шар золотого света был явно намного быстрее, чем шар зеленого света перед ним, и расстояние между ними быстро сокращалось. Внезапно из шара зеленого света вырвались дуги серебряных молний, мгновенно образовав серебряную формацию молниеносной телепортации, после чего шар зеленого света исчез под раскаты грома. Более 10 лет пролетели в одно мгновение. В этот момент шар зеленого света мчался по небу над бескрайним болотом. Шар света был зеленого цвета, но не однородного зеленого. Вместо этого он представлял собой смесь всевозможных оттенков зеленого. Несмотря на то, что было смешано так много оттенков зеленого, шар света каким-то образом был очень неприметным, и он мог маскироваться под окружающее пространство, из-за чего его было очень трудно заметить. Внутри шара света находилась летающая колесница, на которой ехали Хань Ли и остальные. Цвет летающей колесницы сильно отличался от того, что был раньше. Раньше колесница выглядела так, будто была вырезана из цельного куска зеленого нефрита, но в этот момент она была ужасающего неоднородного зеленого цвета, как будто ее чем-то вымазали. Несмотря на то, что летающая колесница выглядела гораздо более отталкивающе, чем раньше, этот неоднородный зеленый свет, который она излучала, мог скрыть все ее колебания духовной силы, а также колебания духовной силы, исходящие от шестиугольной формации. Эта зеленая субстанция была соком какого-то духовного дерева, который Хань Ли случайно нашел, проходя мимо одного из первобытных племен, и это избавило его от многих хлопот. В этот момент, управляя летающей колесницей, он выглядел довольно мрачно, а рядом с ним сидела бледная Цзинь-Тун, грызущая какое-то духовное сокровище. Сиабай лежал на земле рядом, и было ясно, что он тоже восстанавливает силы. Он менее чем в 100 000 километрах, внезапно сообщила Цзинь-Тун. Хань Ли бросил взгляд на то, что происходит позади колесницы, и в его глазах мелькнул синий свет, после чего он снова повернулся лицом вперед, прежде чем сложить ручные печати. Из его тела вырвались дуги серебряной молнии, образовав вокруг летающей колесницы формацию молниеносной телепортации, внутри которой танцевали бесчисленные руны молнии.
Раздался грохочущий раскат грома, когда формация молниеносной телепортации загорелась, после чего летающая колесница в мгновение ика исчезла. Всего через несколько мгновений после того, как летающая колесница исчезла, издалека выстрелил шар золотого света, а затем остановился на том месте, где только что исчезла летающая колесница. Золотой свет угас, и явив бессмертного золотого пожирателя, который на мгновение осмотрел окрестности, а затем с холодной улыбкой на лице продолжил путь. В то же время в воздухе над густым лесом, в бесчисленных километрах отсюда, возникли пространственные колебания, и появился шар золотой молнии, который быстро расширился, образовав золотую формацию молниеносной телепортации, в центре которой появились Хань Ли и зеленая летающая колесница. Хань Ли влил в летающую колесницу печать заклинания, и она немедленно продолжила свой путь, излучая тот же неоднородный зеленый свет, что и раньше. Несмотря на то, что ему снова удалось увеличить расстояние между собой и бессмертным золотым пожирателем, он ничуть не расслабился. Вместо этого, казалось, он еще больше встревожился. К этому моменту он уже более 10 лет убегал от бессмертного золотого пожирателя и за это время столкнулся с бесчисленными кризисами. На них не только нападали всевозможные первобытные звери, но и время от времени их преследовали невероятно могущественные первобытные истинные духи, не говоря уже о том, что они несколько раз попадали в различные опасные области. Если бы не его грозное духовное чувство, силы закона времени, а также большая коллекция мощных сокровищ и союзников, он, скорее всего, уже погиб бы в первобытных землях еще до того, как бессмертный золотой пожиратель догнал бы их. Конечно, из всего этого бессмертный золотой пожиратель все еще оставался самой серьезной угрозой. К этому моменту он уже сделал все возможное, включая даже использование формации молниеносной телепортации из дерева сдерживания молнии, которая могла осуществлять сверхдальнюю телепортацию, а также пытался заманить бессмертного золотого пожирателя в некоторые опасные области в надежде, что это его замедлит. Однако бессмертный золотой пожиратель был невероятно силен, и не только все первобытные звери, с которыми он сталкивался, не могли ему угрожать, но он также смог с легкостью обойти все ловушки Хань Ли. Всякий раз, когда ситуация становилась по-настоящему критической, Хань Ли в последний момент использовал свою формацию молниеносной телепортации, чтобы сбежать. В его теле была родословная птица молнии, у него также была божественная дьявольская молния его зеленых бамбуковых мечей облачного роя, а также помощь Даоса Се, поэтому, пока у него не закончатся камни бессмертного происхождения, он сможет бесконечно пополнять свои запасы силы молнии, но в конце концов его ресурсы будут исчерпаны. Несмотря на то, что Хань Ли делал все возможное, чтобы ускорить свое восстановление после использования формации молниеносной телепортации, процесс преобразования бессмертной духовной силы в силу молнии был очень долгим, поэтому это, безусловно, не было устойчивой стратегией. В частности, бессмертный золотой пожиратель, по-видимому, недавно понял, в каком затруднительном положении находится Хань Ли, и начал еще больше давить, преследуя его. В результате запасы силы молнии Хань Ли быстро сокращались, и вскоре они должны были закончиться. С этой мыслью он тихо вздохнул, призвав свою священную ось мантры. Большая часть рун Да времени на ее поверхности уже восстановилась, и это было очень обнадеживающим зрелищем. С восстановленными этими рунами Да времени, даже если бы бессмертный золотой пожиратель догнал их, у него была бы некоторая уверенность в том, что он сможет с ним справиться. Как раз в этот момент Цзинь Тун внезапно встала и заявила: «Я готова идти, дядя». Услышав это, Дао Се немедленно принял управление колесницей у Хань Ли, а сам Хань Ли подошел к Цзинь Тун, прежде чем сесть рядом с ней, скрестив ноги. Затем он прижал руку к ее межбровью, читая заклинание, и над его межбровьем появился слой полупрозрачного света. По мере того, как заклинание продолжалось, вспышка полупрозрачного света становилась все ярче и ярче, и она вытекла из его тела, прежде чем через ладонь хлынуть в голову Цзинь Тун. На ее лбу мгновенно появилась серия полупрозрачных духовных узоров, которые излучали слабые колебания духовной силы. Облакоподобные узоры, появившиеся на лбу Цзинь Тун, были очень похожи на те, которые давали талисманы духовных доспехов. Для изготовления талисманов духовных доспехов требовались определенные редкие материалы, из-за чего они были очень дорогими, и, даже с грозным богатством Хань Ли, такие расходы были слишком велики, чтобы он мог поддерживать их в течение длительного времени. Следовательно, он начал изучать талисман и обнаружил, что он работает, преобразуя духовное чувство человека в вещественную форму, а затем преобразуя его в защитный барьер, который вливался в талисман, чтобы другие могли его использовать. Разобравшись во внутреннем устройстве талисмана, он немедленно попытался его воспроизвести. Вдобавок ко всему, он в каждый свободный момент совершенствовал 4-й уровень техники духовного очищения. Было неясно, действительно ли он очень подходит для совершенствования техники духовного очищения, или же его скрытый потенциал был раскрыт из-за постоянной опасности, в которой он находился. В любом случае, он добился стремительного прогресса в совершенствовании 4-го уровня техники духовного очищения. К этому моменту он практически полностью освоил его, и его духовное чувство усилилось примерно вдвое.
С усиленным духовным чувством Хань Ли был лучше подготовлен к тому, чтобы воспроизвести талисманы духовных доспехов, и, хотя из-за недостатка материалов он не смог их изготовить, он смог использовать их в качестве образца, чтобы наложить на душу Цзинь Тун слой защиты. Цзинь Тун открыла глаза, а затем полосой золотого света влетела в тело Сиабая. Тем временем Хань Ли снова принял управление у Даоса Се, а затем немедленно сменил направление, прежде чем продолжить путь. Бессмертный золотой пожиратель снова не смог обнаружить Цзинь Тун, и он холодно фыркнул, но ничуть не встревожился. Он чувствовал, что его цель уже на пределе, и не сможет бегать еще долго. С этой мыслью золотой свет, исходящий от его тела, стал еще ярче, когда он еще больше ускорился. Глава 575. Отчаянное положение. Минуло еще несколько месяцев. В небе над первобытной пустыней летающая колесница мчалась, как зеленая молния, появляясь лишь на мгновение, прежде чем исчезнуть на далеком горизонте. На летающей колеснице Хань Ли с мрачным выражением лица складывал ручные печати. Дао Се и Сиабай сидели по обе стороны от него, выпуская в его тело желтый и белый свет соответственно. Хань Ли не подавал виду, но в душе он был очень расстроен. Весь последний месяц бессмертный золотой пожиратель преследовал их, как безумный, и, каким-то образом, ему удалось значительно ускориться, оказывая на Хань Ли огромное давление. Ему пришлось много раз подряд использовать свою формацию молниеносной телепортации за короткий промежуток времени, и в этот момент запасы силы молнии в его теле полностью иссякли. В данный момент бессмертный золотой пожиратель был всего в нескольких сотнях тысяч километров от них. Цзинь Тун сейчас находилась в желудке у Сиабая, поэтому им пока ничего не угрожало, но как только она выйдет, бессмертный золотой пожиратель сможет догнать их за очень короткое время, а Цзинь Тун уже больше часа находилась в желудке Сиабая. Это означало, что вскоре ему придется лицом к лицу встретиться с врагом, который был намного сильнее его. Даже в такой ужасной ситуации Хань Ли оставался спокойным и собранным. В этот момент он высвободил свое духовное чувство, чтобы постоянно следить за окрестностями, и в то же время его разум лихорадочно работал, пытаясь найти выход из этой ситуации. Вдруг его внимание привлекло нечто, и он посмотрел вниз на определенное место. К этому времени летающая колесница уже покинула пределы пустыни, и внизу раскинулся огромный лазурный горный хребет. Земля и скалы на горах были лазурного цвета, что создавало весьма необычное зрелище. Кроме того, ци происхождения мира здесь была гораздо обильнее, чем в других местах. Увидев это, в глазах Хань Ли мелькнул проблеск надежды. Согласно прошлому опыту, вместе с таким обилием духовной ци, определенно, должны были находиться какие-то могущественные существа. Возможно, в этом горном хребте даже были какие-то могущественные первобытные племена, и это могло бы дать ему шанс спастись. С этой мыслью он немедленно активировал свою технику духовного очищения, чтобы высвободить все свое духовное чувство. Как раз в этот момент Сиабай внезапно открыл рот, и из него вылетела Цзинь Тун. В этот момент ее лицо было мертвенно-бледным, а ее аура тоже была в беспорядке, что ясно указывало на то, что она вышла только после того, как достигла своего предела. «Я больше не могу там оставаться, дядя», — слабым голосом сказала Цзинь Тун. В глазах Хань Ли, увидевшего ее ужасное состояние, появилось сочувствие, и он призвал для нее кучу духовных сокровищ, сказав: «Хорошо. Отдохни, я придумаю, как нас спасти». Цзинь Тун слабо кивнула в ответ, а затем, сев, взяла духовное сокровище и засунула его себе в рот. Хань Ли сделал глубокий вдох, продолжая управлять летающей колесницей, и своим духовным чувством осматривал окрестности. Несмотря на то, что лазурный горный хребет был очень богат духовной ци, здесь не было никаких опасных мест, которые он мог бы использовать в своих интересах, как не было и никаких признаков поселений могущественных первобытных племен. По мере того, как он продолжал лететь вперед, его сердце постепенно начало сжиматься. В нескольких сотнях тысяч километров отсюда бессмертный золотой пожиратель мчался по воздуху с холодным блеском жажды убийства в глазах. Золотой свет, исходящий от его тела, становился все ярче и ярче, напоминая обжигающее золотое пламя, и он еще больше ускорился. Он мог ясно чувствовать, что расстояние между ним и его целью быстро сокращается. Как раз в этот момент на одном из горных склонов, глубоко в лазурном горном хребте, вспыхнул лазурный свет, и каменная поверхность начала деформироваться, превратившись в гигантское лицо, которое посмотрело на бессмертного золотого пожирателя. Бессмертный золотой пожиратель не обратил на это внимания. Его единственной целью было поймать свою цель, поэтому он просто игнорировал все, что не мешало ему. Он продолжал ускоряться, пролетая мимо горного склона, не останавливаясь, и вскоре он заметил на далеком горизонте впереди зеленое пятнышко. Шар зеленого света летел от бессмертного золотого пожирателя, но гораздо медленнее. Увидев это, глаза бессмертного золотого пожирателя тут же загорелись от волнения, и он, издав пронзительный визг, еще больше ускорился.
Всего несколько секунд спустя он оказался прямо за шаром зеленого света, внутри которого находилась летающая колесница, которой управлял Хань Ли. Хань Ли и остальные, увидев бессмертного золотого пожирателя, были очень встревожены и напуганы, и, заметив паническое выражение на их лицах, в сердце бессмертного золотого пожирателя возникло чувство огромной радости. Он открыл пасть, чтобы выпустить толстый столб золотого света, который во вспышке появился за летающей колесницей, прежде чем с грозной силой обрушиться вниз. Хань Ли, стоявший на колеснице, значительно посветлел, как и зеленый свет, исходящий от летающей колесницы, и она в мгновение ока сместилась на несколько километров вбок, что позволило ей едва уклониться от столпа золотого света. Однако столб золотого света затем внезапно взорвался, превратившись в бесчисленные тонкие лучи золотого света, которые напоминали бесчисленные золотые летающие мечи, устремившиеся прямо к летающей колеснице. Раздался оглушительный грохот, когда летающая колесница взорвалась шаром сияющего зеленого света, после чего изнутри выстрелила полоса лазурного света, которая умчалась вдаль. На лице бессмертного золотого пожирателя появилась холодная ухмылка, когда он взмахнул одной из своих передних лап, выпустив грозное лезвие золотого света длиной почти 3 километра. Лезвие света было изогнутым, напоминая лезвие косы, и на его поверхности был слой пульсирующего золотого света, когда оно с грозной силой пронеслось по воздуху. Из лезвия вырвались всплески грозной невидимой силы, заставив все пространство в радиусе нескольких десятков километров силой сжиматься к полосе лазурного света со всех сторон. В результате полоса лазурного света мгновенно значительно замедлилась. Как раз в этот момент изнутри полосы лазурного света раздался громоподобный рев, и во вспышке золотого света внезапно появился гигантский мохнатый золотой кулак. Вокруг кулака кружились бесчисленные золотые руны, и он с неудержимой мощью обрушивался на гигантское золотое лезвие наверху. В то же время раздался пронзительный визг, когда вырвалась огромная полоса полупрозрачного золотого света, которая превратилась в золотую проекцию меча длиной более 3 километров, прежде чем тоже обрушиться на гигантское золотое лезвие. Проекция золотого меча была невероятно быстрой, оставляя за собой шлейф остаточных изображений, но, как только она столкнулась с гигантским золотым лезвием, ее тут же рассекло надвое. Однако, золотой свет, исходящий от гигантского золотого лезвия, тоже нестабильно задрожал, а его движение вниз немного замедлилось. Как раз в этот момент золотой кулак с грозной силой ударил по золотому лезвию. Раздался оглушительный грохот, когда вспышка ослепительного золотого света вырвалась во все стороны вместе с волнами грозной силы, которые уничтожили ограничивающую силу в окружающем пространстве. Гигантский кулак был практически рассечен надвое, и из раны тут же хлынула кровь, но золотое лезвие тоже было уничтожено. Из золотого света неуверенно вывалилась огромная золотая обезьяна, и она тяжело дышала, а большая часть ее меха была окрашена в красный цвет кровью. На одном плече золотой обезьяны стояла Цзинь-Тун в своем жучином облике, а на другом плече стояли Сябай и Дао-Се, у обоих из которых были довольно неустойчивые ауры, указывающие на то, что они получили ранения, когда летающая колесница была разрушена. Более того, левая рука Дао-Се исчезла, а на спине у Сябая была огромная рана. Цзинь-Тун злобно взглянула на бессмертного золотого пожирателя, но в ее глазах явно читался страх. Бессмертный золотой пожиратель проигнорировал Хань Ли и остальных, сосредоточив свое внимание исключительно на Цзинь-Тун, и в его взгляде мелькнул проблеск жадности. В следующее мгновение он внезапно исчез. Увидев это, гигантская золотая обезьяна тут же пришла в движение, отскочив в сторону, как огромная золотая тень. Однако, как раз в этот момент появилась еще более быстрая полоса золотого света, которая пронеслась мимо золотой обезьяны, мгновенно нанеся ей глубокую рану, из которой хлынула кровь. Золотая обезьяна улетела вдаль, прежде чем остановиться, и оказалось, что на ее теле появилась огромная рана, протянувшаяся от груди до нижней части живота, и рана была настолько глубокой, что сквозь нее были видны кости. В то же время одна из передних лап Цзинь-Тун тоже была отрублена, и на ее лице было болезненное выражение. Тем временем полоса золотого света остановилась недалеко отсюда, а затем рассеялась, явив бессмертного золотого пожирателя, который держал в пасти отрубленную переднюю лапу Цзинь-Тун. Вспышка золотого света окутала лапу, прежде чем втянуть ее в пасть, и на его лице появилось блаженное выражение, словно он наслаждался самым изысканным деликатесом в мире. Гигантская золотая обезьяна поспешно прижала руку к огромной ране на теле, и на ладони ее руки вспыхнул зеленый свет, после чего огромная рана быстро затянулась, а кровотечение остановилось. Сразу же после этого она прыгнула в воздух, прежде чем во вспышке лазурного света принять форму лазурной птицы Луань, Хань Ли, а затем начала лететь как можно быстрее. В то же время из тела лазурной птицы Луань вырвались вспышки золотого света, и в золотом свете можно было разглядеть слабую проекцию быстро вращающегося золотого колеса. Внезапно из тела лазурной птицы Луань появилось около дюжины одинаковых золотых и лазурных проекций, все из которых также излучали одинаковые ауры, и разлетелись в разных направлениях, и они были немедленнее бессмертного золотого пожирателя.
Бессмертный золотой пожиратель, почувствовав ауру закона времени, исходящую от золотого колеса, слегка прищурился и одновременно взмахнул обеими передними лапами. Внезапно по всему окружающему пространству в радиусе нескольких сотен километров прокатились неистовые пространственные колебания, и из воздуха вырвалось бесчисленное множество вспышек сияющего золотого света, мгновенно образовав золотой духовный домен, который охватил все проекции лазурной птицы Луань, значительно замедлив их. Друзья, эти главы — 10 лет изматывающего бегства, и вот, наконец, абсолютный тупик без единого выхода. Все это время Хань Ли использовал весь арсенал: телепортации на энергии молнии, Тинь-Тун в желудке Сяобая, летящую колесницу, обмазанную соком первобытных деревьев. Но золотой пожиратель не просто хищник, ведомый инстинктом, а холодный стратег, который сознательно сжигает собственную жизненную сущность ради максимальной скорости преследования, бросает свои войска прямо посреди войны рас и игнорирует все вокруг. Его мотивация проста и абсолютна. Поглощение подобной себе Тинь-Пун — это ультимативный механизм личного возвышения, перед которым меркнут и война, и союзники, и сама жизнь. Когда запасы энергии молнии иссякают и хитрости перестают работать, столкновение выходит беспощадным. Хань Ли принимает облик золотой обезьяны и получает удар, обнажающий кости, а пожиратель откусывает лапу Тинь-Тун. В ответ Хань Ли оборачивается лазурной птицей Луань, активирует закон времени и создает дюжину клонов, но пожиратель разворачивает золотой духовный домен на сотни километров, буквально превращая пространство в застывший янтарь. Закон времени и золотой домен вступают в конфликт законов физики, и чистая мощь домена давит клонов до черепашьего шага, разрушая все уловки разом. Бежать некуда, энергия на нуле, хитрости разгаданы. Готовлю продолжение.